невозможно ставить на одну доску нацизм и сталинизм. Потому что нацисты прямо, открыто, публично объявили одной из целей своей политики уничтожение целых этносов. Евреев, цыган, славян. При всем уродстве сталинского режима, при всех репрессиях, даже при всех ссылках целых народов, все-таки цели уничтожения народов никогда сталинский режим перед собой не ставил. И попытка поставить на одну доску одних и других абсолютно не имеет под собой никакой почвы. История спецпереселенчества в СССР берет свое начало с 1929 года, когда ширилась коллективизация в деревне. Дабы кулаки и подкулачники не мешали рождению колхозов, их отправляли в специально отведенные районы в местах не столь отдаленных. Поток раскулаченных из европейской части страны пошел и на Урал. На протяжении только 1930-31 годов туда поступило 32 тысячи семей с Украины, 26 тысяч с Северного Кавказа, 9 тысяч из Беларуси, почти 3 тысячи из Крыма. А всего в Уральском регионе оказалось почти 100 тысяч ссыльных семей. Это примерно 500 000 раскулаченных. На конец 1938 года в стране насчитывалось 1798 поселков, где проживало около 1 миллиона трудпоселенцев. 146 таких поселков с населением 170 тысяч человек было в одной только Свердловской области. Среди крестьян, которых из Беларуси пригнали в северные края, оказалась и семья Адольфа Шатила из-под Узды. Сначала ехали в холодных вагонах, а когда заканчивались рельсы, шли пешком, по морозу, с детьми. И так недели, месяцы. 2 детей по дороге умерли от голода и болезней. До пункта назначения добрались лишь 8-летний Альгерт да 6-летняя Мария. Все, что происходило во время этого сурового странствия, она запомнила на всю жизнь. А тут, як людей прыганялі, то ні дамоў, нічога не было. Загналі іх у лес, кінулі ім тапары, пілы. Так яны ямы повыкопывали, там грэліся. С началом Второй мировой войны число спецпереселенцев резко увеличилось. С ноября 1939-го на Урал потянулись эшелоны с депортированными жителями западных областей Украины и Белоруссии. В этом потоке оказалось более 400 тысяч украинцев, поляков, белорусов, евреев, представителей других национальностей. В декабре 1939-го НКВД СССР утвердил инструкцию о порядке расселения польских осадников, польских военно-поселенцев, получивших земельные наделы после Польско-Советской войны 1920 года в районах, населенных белорусами и украинцами. Инструкция содержала жесткие требования. Например, на сборы депортируемым отпускалось от 30 минут до 2 часов. Польских осадников и беженцев разместили в 20 районах Свердловской области. В них же размещали основной контингент репрессированных на территории Украины и Белоруссии в 30-е годы. Особенно много их доставили в Азбестовский, Березовский, Верхнетавдинский, Ирбитский, Красноуральский, Кувшинский, Серовский, Тугулымский районы. Среди прибывших оказалось немало представителей украинской, белорусской и польской интеллигенции. Пни толстые были, таких корчевали вручную. Ямы делали, обрубывали, корни толстые, и потом вагой выкарчивали эти пни. За каждый пень 0,10 трудодня. Вот 10 пней выкарчуешь, трудодень. І коли ти виконаєш норму, то ти отримаєш тільки 400 грам хліба. Все, більш нічого. А норму не виконаєш і гэтага не отримаєш.
Массовая депортация населения продолжалась на заключительном этапе войны и в первые послевоенные годы из стран Балтии, Западной Украины и Беларуси, наряду с власовцами и лицами, которые сотрудничали с немецкими оккупантами. До 1950 года в восточные районы СССР было выслано 175 тысяч членов семей украинских националистов. Из западных областей Беларуси в послевоенные годы было выслано около 34 тысяч человек. Я запомнил только одно, что вот отец с матерью говорили, что значит, шалаши сразу построили, ночуем, утром человек 10-12 покойников выносим, 10 выносим. Что люди ослаблены были? Так что там, не кормили ничего, а где жить-то негде? А приехали осенью. До 1934 года всех отправленных в кулацкую ссылку официально именовали спецпереселенцами. В 1934-44 годах трудпоселенцами и после спецпереселенцами. В положении о ссыльных и высланных, утвержденном НКВД СССР, указывалось, что ссылка состоит в отдаленности от постоянного места жительства с обязательным проживанием в определенной местности под надзором компетентных органов. Она применялась на срок от 3 до 10 лет. Более легкой мерой наказания считалась высылка, означающая поселение по выбору в определенных местах на срок от 1 до 5 лет. Ссылка на спецпоселение означала бессрочное выселение в определенные места. Спецпоселенцев запрещалось размещать ближе 50 километров от объектов государственной важности, аэродромов, железных дорог, а также в 100-километровой пограничной зоне. К выселенцам относились находящиеся на спецпоселении немцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкары, калмыки, турки, курды, греки, армяне, болгары, а также лица, выселенные в 1949 году из Молдовы, стран Балтии, западных районов Украины и Белоруссии. Выходные дни, непозволительная роскошь для классовых врагов, были редкостью. Як зайду додому, то адразу валілася. Мама мне вечеру варить, а пасля у рот пхає, а я тільки глитаю. І мама каже, каб батька був живий, дитя б так не мучилось. В ноябре 1948 года различие между выселенцами и спецпоселенцами было по сути ликвидировано. В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР выселенцев перевели на спецпоселение навечно, без права возврата к прежним местам жительства. Самовольный выезд, побег, карался 20 годами каторжных работ. Спецпоселки создавались на 100-500 семей. Размещали людей, как правило, в бараках, где на семью выделялись либо комната, либо угол. В лесной промышленности жилье отводили по нормам 3 квадратных метра на человека. Административное управление спецпоселками осуществлялось районными и поселковыми комендатурами НКВД. Коменданты должны были обеспечить соблюдение общественного порядка, предупреждать побеги и, главное, следить за соблюдением договоров о трудовом использовании спецпоселенцев, которые заключались между Управлением исправительно-трудовых колоний НКВД СССР и предприятиями. Коменданту подчинялось все население спецпоселка. Без его разрешения никто не мог переехать из барака в барак или отлучиться за пределы поселка на срок свыше 24 часов. Сотрудники НКВД имели право в любое время суток проверить наличие проживающих в поселке людей. Главы семей спецпоселенцев отмечались в спецкомендатуре. На каждого спецпоселенца заводилась карточка учета в 3 экземплярах и личное дело. Для предотвращения побегов все личные документы изымались и выдавалась справка единого образца.
Видно было, что эти люди как-то особые. Ну, культуру они принесли сюда на село. Выделялись своим трудолюбием. Это тут уж отличались от наших. Как будто были мудренее, разумнее. Были вот такие старательные, общительные. Вот тянулись к людям, но доброжелательные. Они гостеприимные были. Вообще-то вот так вот этим отличались. Коменданты имели широкие дисциплинарные права. От штрафа до арестов и привлечения к уголовной ответственности. Обжаловать их решение было практически невозможно. Тем не менее, многие спецпоселенцы пытались бежать с Урала. Например, в мае 1948 года 18-летние Ганна Адамович и Марина Блотич, минуя железнодорожные станции, прошли 100 километров пешком и только тогда сели в поезд. Однако в Пензе их задержали. По статистике НКВД, 93% из числа бежавших из спецпоселений в 40-е годы задерживалось. Главной причиной бегства было тяжелейшее материально-бытовое положение. Холодные, сырые бараки, острая нехватка одежды и обуви, продуктов питания, антисанитария. Вот, например, в поселке Горном весной 1932 года была острая вспышка брюшного тифа. Было очень много заболевших, которых переводили в тифозный барак. Располагался он по улице Деповской. И всех умерших потом, как в братских могилах, хоронили на общем кладбище недалеко от поселка Горный. Спецпоселенцы были заняты в основном тяжелым физическим трудом. Немцы преимущественно использовались на строительстве, в угольной и металлургической промышленности. Много белорусов и украинцев работало на Сухоложском цементном заводе, леспромхозах Новолялинского района, поляки на Зайковском конезаводе и так далее. К тяжелым условиям труда и быта добавлялся и моральный гнет. Ограничения в правах. Спецпоселенцев не призывали в армию, не принимали в члены профсоюза. Их участие в выборах депутатов допускалось только на районном уровне. Состав спецпоселенцев постоянно менялся. В начале войны амнистировали находившихся на поселении поляков. В течение 1941-1948 годов с учета сняли бывших кулаков. К началу 1958 года на спецпоселении оставались лишь члены семей националистического движения на Западной Украине и в Беларуси. Их освободили только в январе 1960 года. Спецпоселенцы – это лишь одна из категорий людей, репрессированных во время сталинского режима. Кроме них, миллионы советских и тысячи иностранных граждан находились в лагерях и колониях ГУЛАГа. Ознакомившись с этими и другими подобными фактами, становится понятно, почему СССР именовали тюрьмой народов. На самом деле Сталин – это в первую очередь стратег. Я хочу сказать, что у нас уже есть Сталин. Его фамилия Путин. Это вот отец народов, когда-то говорил, что не важно, кто как голосует, важно, кто как считает.